Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, потому что мы будем брать интервью у Данелии Тулешевой. Буквально на днях она прилетела из США, где выступала на американском проекте и набрала 96 баллов. Я не знаю, для меня распирает просто гордость за нее. Поэтому, если вам интересно, как проходил этот проект, вообще, чем сейчас занимается Данелия, какие у нее цели на будущее, то оставайтесь со мной и досмотрите этот выпуск до конца. Мы начинаем. Ну что ж, еще раз всем привет. Сегодня у нас в гостях наша звездочка, девочка, которая вообще весь Казахстан, наверное, гордится. Данелия, спасибо, что сегодня пришла. Спасибо большое вам, спасибо, что пригласили. Да. У нас, конечно же, первый такой самый волнующий вопрос. Как прошел проект, вообще вот первый эпизод американского проекта The World's Best? Расскажи. Всем привет. The World's Best — это совершенно новый проект. Расскажу про него немножко. Это шоу, где собираются самые талантливые люди, такие как танцоры, певцы, акробаты, фокусники и так далее. То есть не только певцы, да? Да, не только певцы. И в итоге получается один победитель, The World's Best. И я была безумно рада и удивлена, когда меня пригласили на это шоу. Как тебя пригласили туда? Как ты туда попала? Ну, я победила в The Voice Kids in Ukraine. Ой, да. Извините, пожалуйста. Я победила в «Голос Диты» в Украине. Это было в 2017 году. И я думаю, что меня пригласили, увидев мои выступления с этого шоу. Классно, супер. Извините за мой голос. Ничего страшного. То есть они тебя заметили и сказали, вот, Данелия, мы вас приглашаем на наш проект американский The World Best. Но это абсолютно новый проект The World Best. То есть ты, скорее всего, и не знала, что там будет, как это все будет проходить, что там, не знаю, жюри сидят очень известные актеры, вообще люди, селебрити, или ты об этом знала? Вообще мы до последнего момента не знали, что это за шоу, что там будет. И когда вот мы туда приехали, мы более-менее уже узнали о шоу, о том, кто там будет, кто будет сидеть в жюри, узнали правила. То есть было все до конца очень скрытно и непонятно. Но мы сразу согласились, потому что, во-первых, это была моя мечта попасть в Америку. И, во-вторых, название шоу говорит само за себя, как я считаю. Классно. Классно. То есть, получается, ты не знала абсолютно ничего, да? То есть то, что там будет Димаш Кудайберген. Нет, я не знала. Да? Во-первых, хочу сказать то, что когда мы были на шоу, все было... То есть участников прятали, мы не могли видеться, общаться, и я же не могу знать таланты всех людей. То есть, конечно, мы виделись, пересекались в гримерках, в коридорах, но... можно сказать, мы не общались вообще. И я не знала, что там участвует Димаш. И когда я узнала, я очень удивилась. И, правда, очень круто. Первый тур ты прошла, набрала 96 баллов. Да. Это очень круто, на самом деле. Да, я тоже думаю, что это очень круто. Я безумно удивилась и чуть ли не заплакала, правда, когда мне переводили то, что они говорили, потому что я не могла слышать все, что они говорили, и понимать. И когда мне сказали то, что мне сказали жюри, и потом, когда я узнала, что мне 96 баллов, это было очень круто. Да, Дрю Берримор там расплакалась, у нее мурашки были по коже. Я думаю, у нас у всех, кто смотрел вообще вот твое выступление, у всех были мурашки на самом деле. Спасибо огромное. Классно. Спасибо. Приз зрительских симпатий. На что влияет? То есть, например, в Казахстане не все пользуются Твиттером, к сожалению, или к счастью. Да. У меня у самой нет еще Твиттера, но я, наверное, готова завести его для того, чтобы проголосовать. Скажи, пожалуйста, вот если мы начнем голосовать, на что это может повлиять? То есть это может повлиять на то, что ты займешь там первое место? Я считаю, что приз зрительских симпатий я получила, когда была на «Новой волне». Это, правда, очень важная для каждого артиста награда, потому что зрители — это самое главное, то, что нужно артисту. Вот. Голосование не повлияет на то, кто пройдет, кто победит, но я считаю, что каждому, кто победит, будет приятно, конечно. Что зритель признал, да? Да. Классно.
Вообще, конкурсы, ты участвовала в нескольких конкурсах, Мгм. да, ты участвовала на Евровидении, на «Голос дети» Да. на Украине, выиграла, это очень круто. То есть вот эти вот конкурсы, на самом деле, это крутой шанс молодым исполнителям, да и в принципе исполнителям показать себя и заявить Да, миру. конечно. Вот. Что ты можешь пожелать ребятам, которые, может быть, еще боятся выступать, да, там, боятся показать свои таланты? Стоит ли участвовать на таких проектах и к чему они должны быть готовыми? Я хочу вам, конечно, пожелать ни в коем случае не бояться, хотя я сама, конечно, переживала выступать перед аудиторией и перед составом жюри. Но если ты уверен в себе, если ты знаешь, что ты умеешь и знаешь, что ты хочешь, я считаю, что ты достоин показать себя всему миру. И, ну, конечно, нужно готовиться, чтобы не просто так выйти и остаться незамеченным, а готовиться, правда, показать все, что ты можешь, чтобы тебя узнали и оценили. Мгм. То есть все-таки стараться попасть на такие конкурсы, даже если это будет проходить в Казахстане, да, для того, чтобы показать свой талант. Конечно, это опыт, во-первых. Мгм. Во-вторых, ты как бы знаешь, что ты хочешь дальше делать. Когда ты, например, поучаствовал в конкурсе, тебе сказали мнение, например, жюри, зрители, поделились, и ты можешь как бы исправить свои недостатки, которые, например, тебе подметили. И я считаю, то, что конкурс — это огромный шаг идти дальше. И вперед. очень крутой опыт Да, выступать да. на сцене. Да, конечно. Классно. Расскажи, пожалуйста, про свои цели вообще в будущем. Кем ты себя видишь через, может быть, 5-10 лет? Будешь ли ты поступать, получать высшее образование? Может быть, ты хочешь за границу поехать? Вообще есть какие-то у тебя уже мечты, желания, цели? Вообще, жизнь вообще непредсказуемая, и в любой день, в любой момент у меня может что-то поменяться в голове, но пока что, конечно, я хочу стать певицей и продолжать эту карьеру, но так как я еще ребенок, я еще много чего узнаю, много чего пойму. Пока что, конечно же, на первом месте это учеба, она мне поможет, в принципе, в жизни, но поступать я пока что не знаю куда, но, конечно же, хочется за границу, в Америку, либо в Сингапур. Для меня на первом месте всегда стоит учеба, знание, ум. Это самое главное для человека. Мгм. Классно. Хотела бы ты поступить, например, в музыкальную какую-то академию, может быть, как-то продолжить это профессионально? Если в этой музыкальной академии будет активно продвигаться математика и знания, то, конечно, да, потому что совмещать все это еще лучше, нежели просто учить математику. Ну, я думаю, что если такая академия существует, то, конечно, да. Круто, на самом деле круто. То есть тебе нравится математика? Я не могу сказать, что она мне нравится, я просто знаю то, что она мне нужна. И, слава богу, мне повезло с учителями в школе, которые меня, правда, любят и поддерживают учеников. Они просто кричат из-за того, что ты неправильно сделал что-то. Я знаю, что много таких учителей. И, ну, мне нравится решать задачи, когда я понимаю. Вот если я не понимаю, я могу сдаться, но потом понять то, что мне нужно это, и я знаю, я могу, и продолжить. Ну, А вообще тебе нравятся более такие, скажем, технические, скажем, математика, или больше тебе нравится гуманитарии? Языки, может быть, русский язык, литература, читать книги, или больше решать задачки, там, химия? У вас химии, по-моему, еще нету, да? нет, пока что нет, Нет. у нас на следующий год будет. Да. Вообще, раньше я не любила науки всякие разные про природу, но сейчас я полюбила, потому что у нас стало еще интересней. Вот. Я люблю каждый предмет по-своему. Языки я очень сильно люблю. Я очень горжусь, что я начала читать книги на английском, потому что раньше я думала, что я не понимаю, не буду понимать, зачем мне это, ничего мне не даст. Но сейчас я немножко подросла, поумнела, благодаря маме, благодаря тому, что она мне говорила. В общем, во-первых, я начала читать книги, и я могу сказать, что это правда очень сильно помогает. И если ты думаешь, что ты не будешь понимать ничего, то это не так. Потому что я все поняла, все прочитала, все круто. Главное подобрать правильную книгу, Да, да? которая тебе Не будет сразу интересна. может быть сложно.
Да. Попроще, может быть. Я думаю, что можно и языки знать, и математику знать не обязательно. То есть, ой, у меня математика не получается, у меня больше языки получается. Да, я только по языкам. То есть у человека настолько развит мозг, то есть он настолько огромный, и человек использует только маленькую часть своего мозга. И я считаю, что в будущем люди будут использовать большую часть своего мозга. Да, если в процентаже, да. Да. Больше, да. Я видела несколько интервью, мы все посмотрели интервью на американских проектах, ток-шоу, там тебя приглашали, и ты разговаривала, отвечала на английском языке. Это классно. Ну, я хочу сказать, что самое главное — это практика. Если, например, ваша мама, папа, братик, брат, сестра знает английский язык, обязательно практикуйте с ними, не стесняйтесь. Если что, они вам помогут. То есть самое главное — это практика. Я месяц была в Лос-Анджелесе, потом еще раз приехала в Лос-Анджелес. Это, конечно же, практика. На самом деле Америка — это ассоциируется у меня с очень добрыми, хорошими, отзывчивыми людьми, как и, в принципе, Казахстан, потому что в Казахстане у нас тоже очень-очень добрые люди. И в Алмате, это мой родной город, я обожаю Алмату всем сердцем, и каждый раз, когда я приезжаю в Лос-Анджелес, конечно, все спрашивают, как там в Казахстане, как у вас, что у вас там есть посмотреть, и я обязательно рассказываю про все наши места, про Чырын, про Большое Алматинское озеро. И каждый раз с теплом говорю о Алмате, потому что я считаю, что каждому человеку, кто приедет в Алмату, будет комфортно здесь, потому что, во-первых, здесь очень солнечные и добрые люди, которые желают тебе только добра. Здесь солнечно постоянно, тепло, даже несмотря на температуру, здесь постоянно тепло. Сегодня весна на улице. На самом деле, я думаю, что ты большой пример показываешь для всех абсолютно, и моему поколению, и своему поколению, потому что в тебе очень много искренности, открытости, да, и ты идешь к своим целям, не боишься, ты перебариваешь свои страхи, это классно. Спасибо большое. Да. На каких языках ты можешь исполнить песни? Знаешь ли ты песни на испанском, там, на французском? Если вот посчитай сейчас. У меня есть песня на французском, которая называется «Живю». Это песня Заз. И, кстати, ее я пела с самой певицей Заз. На премии «Браво». И я была очень удивлена, потому что я давно пела эту песню. И когда мне предложили спеть с ней, я очень обрадовалась. Это очень открытый, позитивный человек. Обязательно, если не смотрели, посмотрите ее песни. Она пела на улицах в Париже, и это очень круто. То, что есть такие люди, которые добиваются любыми путями. Классно. Вот. У меня есть песня на французском, на казахском. На английском у меня больше всего песен, на русском, на украинском. И пока что все, по-моему. Но я хочу еще учить китайский язык, потому что это тоже нужный язык в 21 веке. Сейчас ты недавно прилетела из Америки, и у тебя началась учеба, тебе нужно догонять, соответственно. Потому что совмещать, конечно же, творчество, на самом деле ты делаешь сейчас работу взрослого человека, да? Там ездишь, выступаешь, это на самом деле колоссальная работа. И в то же время тебе нужно успевать со школой, то есть как ты вообще, какой у тебя распорядок дня, как ты успеваешь все? Вообще, я не считаю, что сейчас я как взрослый человек, все у меня как распорядок, потому что я считаю, что я ребенок, и у каждого ребенка сейчас такой же, в принципе, распорядок дня. Все сейчас загруженные дети, потому что родители, правда, хотят детям своим дать всего-всего-всего, чтобы в будущем они добились многих высот. И вообще мой распорядок сейчас абсолютно обычный, а так, когда езжу, например, выступать, для меня это абсолютно нормально. Это никаких усилий мне не доставляет. Хотя иногда мне, конечно, бывает то, что неохота ехать. А так, сейчас, я встаю, умываюсь, сейчас делаю зарядку. По утрам? Да, классно. По утрам и по вечерам. Потом иду к репетитору по математике, по русскому, потому что надо. Вот. Потом, после репетитора, я прихожу домой,
кушаю, привожу себя в порядок, потому что в школе нужно выглядеть хорошо. Даже Надеваешь форму, да, на интервью даже я так не собираюсь, как в школу. Да. Школа это как для меня, для каждой девушки какое-то мероприятие, знаете. Класс. И я захожу в школу, учусь. И, кстати, у меня, ну, как бы много подруг, и когда я захожу в школу, и когда я захожу одна, как-то странно, знаете, когда я одна хожу. А вот когда с подругами, все весело, ты чувствуешь себя круто, все тебе улыбаются, то есть у нас школа очень крутая. Потом, после школы я прихожу домой, кушаю, делаю уроки и спать. А ты сейчас посещаешь какие-нибудь курсы по вокалу, может быть? Да, конечно. Каждую субботу, воскресенье хожу на вокал, потому что в течение недели нету времени. Вот. Но прошлым летом мы каждый день ходили на вокал, я решила все, потому что я встретилась с педагогом по вокалу Димашем, и он сказал, что каждый день мы занимаемся с Димашем. Я такая, вау, может, мне тоже замотивировала, да? Да, и я тоже начала каждый день заниматься вокалом, и я поняла, каково это, потому что каждый день ты приходишь, поешь. На самом деле мне понравилось, я даже с братиком и сестренкой приходила, да, я их тоже подсадила на пение, и это прикольно, когда ты с сестренкой и с братиком еще поешь, там, учишь, там, и летом прям я каждый день ходила, это было очень круто. Так, новый опыт. Класс. И, конечно, этим летом я тоже планирую каждый день ходить на вокал. Вот, и... Продолжать это дело, да? Да, конечно. Ага. А Потому на что- танцы, куда-нибудь хореография? Вообще сейчас у меня не особо нету времени, но теперь я хожу в субботу на танцы, но пока что у нас не танцы, пока что я немножко, делаю пластичным свое тело, потому что я же раньше была гимнасткой, но потом случился инцидент, после которого я не могла заниматься гимнастикой. Вот. А сейчас я опять восстанавливаюсь, там каждый вечер сажусь на шпагат. Вот, я там прям, папа, давай 30 секунд, я такая, Я знаю, что это больно. да, это просто ужасно. И знаете, все такие садятся там на прямой шпагат, такие крутые, а я такая вот так вот, сейчас, подождите, вот так вот сажусь и такая уже, вот, но я думаю, что скоро я сяду с моей целеустремленностью, я сяду скоро. Конечно, по-любому. Обязательно выкладывай пост, потому что на самом деле это очень многих мотивирует. Да, Быть я тоже пластичным — это считаю. классно. Я очень люблю блогеров, которые мотивируют учеников на то, чтобы заниматься и учиться. Я в прошлом году тоже ставила цель себе сесть на шпагат за 2 месяца, и я села. Да? Это было больно, да. На самом деле, самое главное, наверное, чтобы сесть на шпагат, это постоянно посещать, не пропускать занятия. Да. Потому что ты пропустишь недельку, то все, нужно начинать все заново. Как будто Да. бы. Но хотя, я думаю, многие говорят, оправдываются то, что у нас нет возможности ходить, посещать занятия, у многих так. И как я, можете просто дома заниматься, закачать приложение. Да. Я думаю, что у многих сейчас есть телефоны, можете просто закачать бесплатное приложение, это даже денег никаких не стоит. Просто занимайтесь каждый день, там вам гид телефонный вам подскажет, что-то вам нужно делать. Да и на YouTube сейчас Да, столько роликов. уроков, да. Сейчас нету на самом деле Никаких проблем именно с образовательным контентом. Да. Нету в принципе проблем научиться чему-то, потому что все есть уже и на YouTube, есть куча приложений, все это абсолютно бесплатно, и если есть огромное желание, то можно научиться абсолютно Да. всему. И даже вот вчера у нас было такое, типа, диалог, я не поняла, меня не было, и не поняла тему по математике, просто прочитав параграф, я не поняла, потому что, у нас сейчас в книгах немного есть, даже то, что в суммативках есть, у нас нет в книгах. И мама такая, просто посмотри видеоурок по YouTube. И я такая посмотрела видеоурок, им объяснили, такая, все, я поняла. И на самом деле это так круто, что сейчас так все просто, и можно просто посмотреть видеоролик и понять тему без репетитора, это круто. Кто тебя мотивирует или что тебя мотивирует на то, чтобы делать то, что ты сейчас делаешь? Ты читаешь, может быть, какие-то книжки, какую-то литературу мотивирующую? Меня на самом деле мотивирует Люди? много людей.
не один человек. Каждый человек меня мотивирует на какое-то действие, на то, чтобы не бояться, просто идти вперед к цели. И многие думают, что если, когда ты идешь к своей цели, какие-то преграды, тогда это все, тебе судьба подсказывает то, что надо идти назад, и зачем мы туда пошли. Когда тебе Всевышний дает преграды, когда ты идешь к цели, это значит то, что Он хочет тебе помочь и просто закалить тебя к тому, что тебя ждет дальше впереди. И если вам на пути какие-то препятствия и сложности, не надо идти назад, надо просто идти вперед и, несмотря ни на что, проходить эти преграды и идти дальше. И на это меня мотивируют многие люди, в частности мой папа, потому что он, несмотря ни на что, идет дальше вперед, чтобы помогать нам, и смотря на его поступки, можно понять, как уже он нас любит. Смотря на тебя, можно понять, какие у тебя золотые родители на самом деле. Ничего, не плачь. За что извиняться? За то, что ты плачешь? Наоборот, это то же самое. Нужно плакать, нужно раскрываться, нужно быть таким, какой ты есть. Если ты хочешь плакать, нужно плакать. Если ты хочешь смеяться, нету никаких каких-то, я не знаю, правил, по которым мы должны жить. Мы должны делать то, что нам нравится, и получать удовольствие от жизни, а не петь под дудку там, людей там, и так далее. Правильно? Потому что столько людей, столько мыслей, если вестись на этих людей, то можно потерять себя, какой ты есть. Поэтому все нормально. Спасибо. Классно, что тебя мотивируют родители. Ты очень классная. Спасибо, что сегодня большое. Пришла. Ты для меня большой мотиватор. Спасибо ты наша большое. гордость. На самом деле мы все переживаем за тебя, смотрим и понимаем, что ты делаешь на самом деле. Может, ты еще не осознаешь, но ты делаешь очень большую работу. Ты представляешь Казахстан на весь мир. Спасибо ты делаешь огромное. то, что тебе нравится. Люди видят это, казахстанцы видят, да весь мир видят, что девочка, там, 10-летняя, 12-летняя, да, 10 лет ты выиграла «Голос дети». И сейчас мы видим твои плоды, твоих трудов, и понимаем, что нет ничего невозможного. Всего можно добиться. И ты своим примером это все показываешь. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо Я вам, тебе что желаю пригласили. удачи, Спасибо. чтобы у тебя все в жизни получилось. Спасибо тебе. большое.